Всем привет! Мы на китайском сервере, очередной выпуск. У нас стартанула вторая неделя слияния. Кстати, вот вчера выкладывал видео, где вот только сейчас, так сказать, руки дошли сделать перевод на сеты все. Вот переодел пачки, теперь знаем, что как правильно одевать, что за фишка. Я, кстати, до этого на воронки попадал, ну, там дали где-то 200 с чем-то места, вот переодел уже 80-е. Кстати, народу играет на сервере, ну, довольно-таки много, побольше, наверное, чем на данный момент у всех на серверах. Блин, ну, задолбался листать. Короче, чтобы вы понимали, до этого еще было видео про воронку, которая межсерверная. И там все делилось на первых 500 игроков, которые будут открывать конверт. Вот, надо было заходить сюда. Один раз я только успел. Вот, и здесь, короче, ну, у меня на сервере, получается, 4 человека смогли призовые места занять нужные. Вот, и у меня здесь было 4 конверта. Вот, жмешь и просто там рандомное количество кристаллов из пула. Вот, ну, кстати, где-то 1200 кристаллов получилось урвать просто с 4. Нормально. А остальные дни я заходил, и вот такая же фигня была, я просто не успевал. То бишь, пока зайду, у них сброс по Москве получится в 12, а я заходил вообще вечером. То бишь, все, тут нифига нет уже. Вот, что касается шмоток вообще, вот, допустим, интересно некоторым было, как дикость так лупит, да, и как они еще живут. Получается, у нас Адольфус, вот благодаря этой шмотке, когда босс вешает этот, блин, дебаф на штраф защиты, вот он, когда щит накладывает, получается, он снимает этот дебаф. Вот, и сейчас кое-что объясню. У всех ДДшников, кроме Флоры, вот эта перчатка стоит, она дает вампиризм. Вот если посмотреть, вот тоже на вот этот сет, это увеличение урона, короче, у команды после того, как Филисти накладывает штраф в защите. Вот также у нее перчатка хилища, и у Каспара такая же фигня. Вот, и получается только Флора у нас без этой перчатки. Но в чем прикол, получается, Адольфус будет свой боевой тратить вот только на нее, а остальные будут уже как-то сами. Причем отхил такой жесткий, я на своих ДДшников тоже одел. Блин, ну стоят так бодренько. Это при том, что у меня Адольфуса нету вообще, ну не падает и все, зараза. Вот, ладно, с воронкой подразобрались, едем дальше. Слияние на второй неделе открывается, получается, еще 2 босса. Итого нам нужно отбить, получается, 4. Да, на следующий, получается, будет все 6. Вот, так они, собственно, и разделили слияние не на 4, а на 3 недели. То бишь, вот 2, 2, 2. Все, а мы там страдаем фигней какой-то, да? Так. По монеткам, да, допустим, чтобы взять утиора, надо 450. Вот, я еще ничего не отбивал боссов, только эти данжи подотбил. Вот у меня уже 240. То бишь, ну, математика несложная, что я отбиваю боссов, причем, ну, не на максимум. Я своим пулом макс награду не набрал, потому что, ну, как бы я не играю толком. Что я захожу, так вот фигней пострадал, видос снял, да и вышел. Вот. На предпоследнюю награду я везде, ну, смог набить. Вот, то бишь, 2 с 2 не набил, там где-то 14, вот так вот наковырял везде. И то даже при этих условиях, ну, мне монет хватит, чтобы забрать утиора. То бишь, насчет него вообще не парюсь. Ну, а визуалки вот эти всякие, это уже лишнее, в принципе. И тут нету, как вот у нас, да, закрутки. Типа крути, получай эти монеты. Нет, тут такого нет.
Чисто данжи отбей и боссов. Также на второй день слияния у нас открывается еще одна арена 3 на 3. Чтобы найти ее, блин. Вот. Получается, у нас на данный момент 3 арены. Это вот такая, как у нас сейчас. Я уже отбил ее. Вот. Кстати, сколько у нас тут вообще? Ну-ка, рейтинг можно глянуть. Блин, тоже не получится листать. Короче, я что вообще говорил про то, что народу дофига. То, что я заходил, получается, и 500 человек уже забирало до вечера. То бишь, нас тут, ну, блин, до хрена нас тут. Всех так и не посчитать. Вот, допустим, у меня на сервере сколько, может, человек? 300, наверное. Вот именно, ну, кто воронку бьет, вот, человек 300, все. Вот столько нас дожило. А тут, ну, прям, ну, несколько тысяч именно тех, кто активно играет. Вот, далее у нас арена. Кто давно играет, может вспомнить. Вот. Это старая арена, которая была. Вот ее тоже сюда добавили. Тоже прикольно. Ну и, собственно, 3 на 3 вот сегодня появилась. Я пачки еще не выставлял. Надо заняться. Пробить кого-нибудь. Вот, также такая же менюшка, как и в старой арене, но 3 на 3. В принципе, ничего нового, да. Ну, само оформление только что изменилось. Вот такое стало. Вот теперь интересно, когда онлайн-арена откроется. И будем мы, блин, отбивать по 4 арены в неделю. Охренеть. Вот также по феям чуть продвинулся. Дальше пока не стал бить. Хотя надо по квестам. По квестикам, блин, надо подбить все-таки. Потому что вот еще награды не получены. Сегодня свитков понабрал, залил там себе. Вот у меня получается из дикости. Вот Каспарчик, Фелисити. Чтобы вы понимали, вот, пожалуйста, это аккаунт, который, можно сказать, вообще, ну, просто зашел и вышел. Вот у меня Лек сколько уже. Талендор. Вот сбор, в принципе, тоже, ну, так, более-менее. То, что есть Экза, Хуберг. Вот феи через них прохожу, кстати. Получается, в пачку к ним. Вот и Олу пихаю, Гариуса, и там уже по ситуации. Либо Хегио, либо кого-нибудь еще из сапов, там, смотря, что нужно. Либо урона, либо выживаемости. Вот, ну, в принципе, вот он, для примера. Блин, это бы еще залить бабульку. Так что, если активно играть, там, награды какие-то еще забирать. Сюжет куда пройти, я ж таки не прошел ни хрена. Так, и еще просили посмотреть это. Нормально именно обзор сделать по магазину, что вообще есть. По наборам. Вот такая же фигня вылетает. Блин, ну... Если сравнить то, что сейчас у нас, блин, конечно, прям намного дешевле все. Вот если еще именно не просто там бабки впуливать, да, в луну куда-то, а именно вот наборчики ждать, нормально все распределять, то вот 198 юаней, да, ну, округлим 200, то у нас сколько? Ну, короче, двушка с копейкой, плюс если через платформы некоторые брать, то даже дешевле. Ну, где-то 1800, если в рублях, да. Но это через всякие там, типа донатов, да, нет. Вот, и мы получим желтых косарь, свитков 11 нахрен. И, ну, если с этой посчитать 10 круток. Еще ее на арты пыль. Че, плохо, что ли? У нас такого нету. И сам магазин именно. Так, нафиг. Тоже куча наборов именно. Вот. Подписка.
Что-то не было. 68 юаней, все. Такое ощущение, как будто меня глючит, потому что как-то вообще дешево. Да, 68 юаней. Охренеть. Мы получаем сразу, получается, 70 круток. За этот же день мы сразу получаем 10, итого 80. Первый день 680 этих, блин. Ни хрена себе. И, я так понял, каждый день по 2 гелика будет капать. Нормально. Ну, классическая подписочка на Кри. А, нет, это, наверное, в сумме. Все. Это что-то не то. В течение 30 дней. Да, это что-то я ошибся. Короче, покупаем, получаем 10 сразу и 680. И в общей сложности будет 70. Типа вот 30 дней по 2 это 60. И вот эти 10, да, 70. Ну, получается крутка и 680 за 68 юаней. Тоже очень дешево, очень дешево. И тут за 30 юаней получаем 300. И в течение 30 дней 3000. Тоже, в принципе, нормально. Ну, схожие, как у нас, только дешевле нахрен в 2 раза. В 2 раза, чем у нас. Далее едем. Пропуск типа 810% выгоды. Блин, ну пропуск, кстати, вкусный тоже, да? Такой. Круткий. Кристаллы, свитки, все подряд просто. Хлеб убрали, да? Ну и хорошо, в принципе. Как бы кто не покупает их, да? Дисбаланса не будет, то что типа вот я там хлеба понакупил с пропуска, да? Так. Прикол, да? 10 круток за 6 юаней. Must have. Получается, берем желтые, и по цене этих желтых нам бонусом вот 10 круток. Тут также такая же история, только нам свитки дают бонусом. Это мимо. Не, ну может кому и надо. Это тем более. Далее, что у нас тут выгодного? Вот типа схожих наборов. Ну, вот это самые такие нормальные, да? Типа, вот если через магазин брать, то вот такой курс будет. Там получается примерно 1 к 10, если в юанях именно. Но у нас будут другие коэффициенты по-любому, как, наверное, примерно как сейчас, только хрен его знает. Ну, наборы, надеюсь, сделают такие же. Вот тут получается мы бонусом берем просто 15 круток, тут 4 свитка просто за халяву. Так, ну это нафиг, это шляпа. Тоже набор интересный. Только тоже непонятно, типа на 7 дней берешь вот это, да? Типа каждый день мне будет вот это даваться. Или что? По идее, да. Это типа разовое взять. Вот они как-то разбили, типа я могу... Да, все. Я могу взять, чтобы мне сразу на 7 дней получить скидку. Могу просто на 1 день взять. Могу чисто хлеб взять. Что у нас тут? А, ничего себе. Баночка, в ней осколки. Осколки даже на Олег Героя. Это типа рандомно будет падать. Может свиток выпасть, может крутка 2. Может осколок. Тут такая же история. В чем прикол, что даже просто крутка дешевле выходит. Вот если кто-то хочет именно просто купить именно за деньги одну крутку, то дешевле будет ее вот здесь взять. Вот, а это, я так понял, сразу типа на 7 дней, сразу все, и получаешь 500% скидка получается. Ну, нормально. Нам о таком только мечтать.
Вот это, ну, это, в принципе, у нас и было в первом сезоне. Единственное, что я не помню, сколько там круток было. Сколько свитков давали. За трешку. И герои, и свитки на него, и крутки еще. Тоже, типа, купил круток и артефакт тебе на. Так, ничего-то не пропустил. Нет. Так. Это косметика. Нафиг. Это обычный наш стандартный магазин. А, ну и вот. Так, ладно, с магазином все. Че, собственно, на этом, наверное, пока что видос заканчиваем. Сейчас будем дальше что-нибудь тут продвигаться в успехах. Что делать нефиг. Можно и побегать, пока время есть. Ладно, что, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Буду отвечать на вопросы.